Рин была членом теннисного клуба и посоветовала Тайчи тоже вступить в какой-нибудь клуб, чтобы не растрачивать свой талант впустую. Вдруг Тайчи заметил, что к Рин приближается молодой человек на велосипеде, а в это время какая-то девушка чертила магический круг. Но тут появился убийца, который пришел, чтобы расправиться с телохранителем девушки. Кровь из раны на его теле стекала вниз, и магический круг перестал действовать, но телохранителю удалось справиться с убийцей и защитить свою госпожу. Тайчи заслонил собой Рин, когда велосипедист бросился на нее. Он не понимал, как можно быть таким беспечным. Вдруг под ногами Тайчи появился магический круг, и он почувствовал, что сейчас что-то произойдет. Поэтому он оттолкнул Рин в сторону. Но она все равно подбежала к Тайчи и вцепилась в него. А потом они оба потеряли сознание и вскоре очнулись на лугу. Тайчи бросился к Рин, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Они попытались найти дорогу домой, но у них не было связи с внешним миром. Сначала они оба подумали, что это просто отдаленный пригород. Но Тайчи постепенно начал подозревать, что магический круг перенес их в другой мир, потому что он был знаком с подобными сценариями из игр. Рин не верила в это. Но когда они столкнулись с огромным демоническим конем, сомнения Рин отпали. Тайчи решил отвлечь внимание коня, чтобы Рин смогла убежать. Он подумал, что если кому-то суждено умереть, то одного человека будет достаточно. Он привлек внимание лошади, но как только она приготовилась к нападению, из кустов выбежал воин с мечом и защитил его, вступив в схватку с лошадью. В это время лучник выстрелил в лошадь из лука, а затем девушка-маг испепелила ее. Лучник сообщил, что это была демоническая лошадь и что ее рог очень ценен. Они решили забрать рог, чтобы продать его. Тайчи понял, что это мир, похожий на игру, и что они с Рин попали сюда через магический круг. Теперь их задача состояла в том, чтобы выжить в этом мире. Той ночью трое путешественников рассказали, что они были искателями приключений, и заметили, что Тайчи и Рин не были местными, потому что они ничего не знали об этом мире и были одеты довольно странно. Однако, если бы они не хотели об этом говорить, они бы не стали их принуждать. Затем они пообещали отвезти Рин и Тайчи в ближайший город, но при условии, что Тайчи должен помириться с Рин, потому что она, похоже, была чем-то недовольна. Тайчи подошел к Рин и извинился, если он сделал что-то не так. Она хотела, чтобы он перестал думать о таких глупостях, как смерть, потому что если он умрет, то она останется одна. Он признал свою ошибку и пообещал больше не совершать таких безрассудных поступков. На следующее утро они отправились в город вместе с группой искателей приключений. Хотя он и не был таким величественным, как столица, он был очень оживленным, несмотря на то, что был всего лишь пограничным городом. Затем они решили отправиться в гильдию, чтобы зарегистрироваться как искатели приключений. Хотя они знали, что это будет опасная работа, они все же надеялись, что справятся. Затем группа дала Тайчи и Рин немного денег на первое время, так как у них был этот рог, и они не беспокоились о деньгах. Затем они вдвоем отправились в гильдию и встретились там с секретарем. Она оформила их документы для регистрации. Сначала им обоим нужно было проверить свою магическую силу, так как это было необходимо для того, чтобы стать искателями приключений. Без этого они не могли зарегистрироваться. Рин положила руку на шар, и в тот же миг вспыхнули 4 луча света, что привело секретаря в замешательство. Она попросила Тайчи тоже положить руку на шар. Как только он положил руку на шар, тот треснул, и секретарь поспешно убежала. Затем она позвала главу гильдии, чтобы тот встретился с ними. Он выслушал их историю и сообщил, что они не могут зарегистрироваться здесь, поэтому им придется пойти с этой девушкой. Затем она отвела их в дом мага по имени Лемия, который должен был заново измерить их магическую силу, так как прибор гильдии не мог этого сделать. Затем она дала им 2 прибора, которые сама изготовила. Они попытались измерить свою силу, и Лемия нашла их весьма интересными. У обоих было более чем достаточно силы, чтобы стать искателями приключений, но она сообщила им, что отныне они будут ее учениками. Тем временем наемные убийцы отчаянно искали тех, кого призвали из других миров, чтобы уничтожить их. С тех пор Рин и Тайчи были известны как обладатели очень высоких показателей. Магическая сила Тайчи составляла 120, а его физическая сила 40. Магическая сила Рин 37, а ее физическая сила 5. Эти показатели были настолько высокими, потому что даже у королевского мага Лемьи магическая сила была всего 43,
а физическая 6. В общем, она была на пике своих возможностей, но все же немного уступала Рин. Она взяла их в ученики, чтобы научить их управлять своей врожденной силой. Если бы они овладели своей силой, то стали бы сильнее, чем авантюристы С-ранга и королевские маги. Хуже того, он мог бы в одиночку захватить и уничтожить целую страну. И стать королем этой страны и получить все, что захочет. Рин схватился за голову, потому что ему нравилось смотреть на два арбуза Лемьи. Эльф по имени Мура, стоявший рядом с ней, немного беспокоился за них обоих. На следующее утро Лемья накормила их завтраком и провела первый урок по магии. В частности, для использования магии магам обычно приходится заимствовать силу у духов стихий. Обычно человек может использовать только одну стихию, но есть и более редкие случаи, как у Муры, который может использовать две стихии, у Лемьи три, а у Рин, которая является самой редкой, все четыре стихии. Рин кое-что поняла, но Тичи не знал, какая у него стихия. Лемья не знала этого, потому что Тайчи был не магом, а ведьмой. Разница между ними в том, что магам приходится заимствовать силу у духов стихий, а ведьмы напрямую черпают силу у духов, заключая с ними договор. Это то, о чем маг не может даже мечтать, поэтому она сказала, что у него достаточно силы, чтобы вести войну против целой страны. Но ему не хотелось ввязываться в такие неприятности, поэтому он решил воздержаться. Теперь он размышлял о том, какие элементы он мог бы использовать. Но Лемья не была уверена, что он сможет это сделать, потому что были и другие волшебники, которые не использовали четыре основных элемента, а применяли древнюю магию, чтобы управлять светом, тьмой или даже пространством и временем. Лемья начала обучать его, и он стал ее учеником. Затем она научила его, как использовать магическую силу для самосовершенствования, и сегодня он должен был научиться этому, иначе ему не дали бы поесть. Тем временем Мура учила Рин использовать магию огня, которая была самой простой. Рин должна была представить себе пламя и то, как оно горит. Затем Мура продемонстрировала, как это делается, и Рин попыталась представить пламя, горящее в воздухе, где есть кислород. Ее познания в химии помогли ей быстро освоить это. Она поняла, что Мора не такая строгая, какой кажется. Мира также верила, что Рин скоро догонит ее. Рин попыталась представить пламя, горящее в воздухе, где есть газ, и у нее получилось создать голубое пламя. Мира поняла, что Рин скоро сможет делать то, что не под силу обычному волшебнику. В тот же день Рин пришла посмотреть, как Тейхай тренируется, но у него все еще ничего не получалось. Рин хотела, чтобы он попробовал еще раз. Внезапно он услышал голос, который подсказал ему, как использовать свою магическую силу, чтобы усилить одну из своих рук. Он был рад, что теперь сможет поужинать. Вечером Лемья объявила, что Рин продолжит заниматься с Мурой, потому что под ее руководством Рин делала большие успехи. Лемья продолжал учить тайчи, как использовать магию для усиления каждой части своего тела, поскольку они еще не знали, с каким духом он заключит контракт. Сейчас ему нужно было освоить боевой стиль, основанный на магии, и поскольку его магическая сила была огромна, он мог не беспокоиться о том, что потратит ее впустую. А поскольку завтра ему предстояло использовать много магической силы, он должен был хорошо поесть. Той ночью Лемья и Мира поняли, что их неконтролируемая сила очень опасна для них самих. Она знала о недавних событиях в столице и о том, что скоро это произойдет и здесь, поэтому хотела хотя бы научить их основам самозащиты. Она собиралась обучить их всему необходимому всего за 3 недели. Время шло. Теперь Тайчи мог самостоятельно охотиться на монстров, Арина владела магией и знала, как сочетать элементы для создания собственных техник. Оба успешно уничтожили стаю монстров и получили признание Лемьи. Она заметила, что за последние несколько недель они многого достигли, но теперь им предстояло сразиться с демонической лошадью, с которой они столкнулись в первый день своего пребывания здесь. В отличие от того раза, теперь у них было достаточно сил, чтобы дать отпор. Вечером Лемья официально объявила, что они закончили обучение и должны покинуть ее дом, поскольку она не может кормить их вечно. Она знала, что они оба были людьми из другого мира, которые попали сюда случайно. Обычно такие люди либо оказывались здесь по непонятным причинам, либо были намеренно перенесены сюда кем-то. Судя по их реакции, скорее всего, их перенесли сюда намеренно.
Она не знала, кто их перенес сюда. Но этот человек должен быть очень могущественным, потому что телепортация — это заклинание высокого уровня, а именно заклинание перемещения в пространстве и времени. Тай-Чай подумал, что это может быть полезным, так как мало кто умеет пользоваться этим заклинанием, поэтому людей, которых они должны найти, будет немного. Они оба вскоре зарегистрируются как искатели приключений и отправятся на поиски человека, который перенес их сюда, чтобы расспросить его и попросить вернуть их в их прежний мир. В ту ночь Рин пришла к Тай-Чаю. Она поблагодарила его за то, что он привел ее сюда. Если бы она тогда не уцепилась за него, он бы остался здесь один и погиб от рук того демона-коня. Оба подумали о том, что их ждет впереди. Затем Рин вернулась в свою комнату, и Тай-Чай снова услышал тот голос, который уже говорил с ним раньше. Он спросил, что это было, но голос ответил, что они скоро встретятся, и исчез. После этого Тай-Чай продолжал слышать этот голос во сне. 2 недели назад они с Рин вернулись в город и зарегистрировались как искатели приключений, снова встретившись с той троицей, которая помогла им раньше. Будучи новичками, они обычно получали задания низкого уровня, чтобы повысить свой ранг. Сегодня рано утром Рин изучила краткий обзор мира и карту столицы. Во время завтрака официантка принесла им письмо от главы гильдии, которое он просил передать Тай-Чаю и Рин. Они отправились на поиски главы гильдии, и он сообщил им, что для них обоих есть задание. В частности, им нужно было расследовать дело о краже товаров из крупных магазинов и их контрабанде в трущобы. Поскольку эта миссия провалилась дважды, и если бы она провалилась снова, ему пришлось бы увеличить вознаграждение и поручить ее выполнение более опытным авантюристам. Поэтому он вызвал их обоих, так как был уверен, что они справятся с этим заданием, повысив свой ранг и сэкономив ему деньги и репутацию. Они отправились на расследование и должны были вернуться к вечеру. Они последовали совету Лемии и снизили свою силу до минимума, чтобы не пугать других. Рин обнаружила, что ей нравятся фрукты, которые продавались в лавке, но когда она пришла их купить, они оказались дороже, чем обычно. Всего неделю назад эти фрукты стоили полсеребряного, а теперь цена на них выросла вдвое. Похоже, что недавние кражи привели к нехватке импортных товаров, из-за чего цены выросли. Владелец лавки сказал, что в последнее время прибыло очень мало фургонов с товарами, и ходили слухи, что это произошло из-за нападений монстров, поэтому их было так мало. Он надеялся, что эта проблема скоро исчезнет, потому что не только его лавка, но и все остальные на рынке столкнулись с этой ситуацией. Тай-Чай купил немного фруктов, чтобы поддержать его. Оба считали, что эта проблема возникла из-за инцидента, о котором упоминал глава гильдии. Тай-Чай знал, что им предстоит столкнуться с опасностью, но был уверен, что они справятся. Затем они пришли в бар, упомянутый в задании, и некоторое время наблюдали за ним. Затем они уверенно вошли, сказали, что в последнее время некоторые товары невозможно купить на рынке, поэтому они хотели присоединиться к этой сети, чтобы немного подзаработать. Они показали им мешок с деньгами, но эти люди не хотели ничего рассказывать, поэтому пришлось их хорошенько поколотить, чтобы они заговорили. После того, как их избил Тайчи, они признались, что работают на незнакомца. Они были пьяны и не спросили, как его зовут, а просто выполняли его указания, приходя в условленное место за товаром. Они не нападали на торговые караваны. Не получив никакой полезной информации, они решили уйти. Но вскоре после того, как они ушли, оба почувствовали, что за ними кто-то следит, поэтому они побежали, вынудив преследователя показать себя. Перед ними стояли 3 женщины-убийцы. Заметив, что противники двигаются очень быстро, Тайчи слегка усилил свою атаку и ударил одну из них, сбив ее с ног. Рин тоже атаковал, чтобы отбросить в сторону другую, которая собиралась напасть, позволив Тайчи полностью ее обезвредить. Двое других, поняв, что ситуация складывается не в их пользу, бросили дымовые шашки и скрылись. Рин использовал ветер, чтобы разогнать дым, но двое других уже убежали. По крайней мере, у них остался заложник, которого можно было допросить. Затем убийца была доставлена к главе гильдии. Он запер ее в темнице и крепко связал, чтобы она не сбежала и не попыталась покончить с собой, чтобы сохранить в тайне информацию. Рин и Тайчи сохранили ей жизнь, поэтому она сама должна была решить, что ей делать дальше. Затем Рин и Тайчи снова встретились с Мурой. Она поздравила их с повышением уровня и рассказала о недавних проблемах, с которыми столкнулись гильдия и они сами. Хотя прогресс был, цены на товары все равно росли.
У Муры было решение проблемы с фруктами, которое беспокоило Рин. Она знала о фруктовом саду, который снабжал фруктами близлежащие города, но недавно там неоднократно воровали фрукты, и воры были под защитой ведьмы. Поэтому фермеры были бессильны что-либо предпринять. Они обратились с просьбой, и Мура согласилась и хотела пригласить их обоих, чтобы они вместе решили эту проблему. Раньше Мура всегда действовала одна, но теперь, когда у нее появились напарники, она была очень довольна. Вскоре они втроем прибыли на ферму и встретились с тремя местными жителями, которые отвечали за хозяйство. Как только Тайчи пожал руку беловолосому молодому человеку, который обратился к ним с просьбой, он вдруг что-то почувствовал. Трое местных жителей повели их осматривать сад, а Рин с помощью своего посоха сканировала территорию. Через некоторое время она обнаружила какое-то существо, которое приближалось к ним. Оно было очень большим и явно не человеком. Сразу после этого появились один огр высокого уровня и три огра низкого уровня. Мура бросилась на них, чтобы расправиться с тремя маленькими монстрами, а Тайчи увеличил свою силу, чтобы одним ударом уничтожить большого огра. Вечером они втроем обсуждали, что огры не были местными, а значит, кто-то специально их сюда привел. Тайчи подозревал беловолосого молодого человека, но пока было рано делать выводы. Поэтому Мура хотела подождать и посмотреть, что предпримет враг дальше. Тем временем колдунья убивала множество существ в лесу, чтобы собрать их кровь и превратить ее в свою силу. Она охотилась на группу Тайчи и даже использовала плащ-невидимку. В это время пойманная ими убийца поняла, насколько она слабее Тейча. Глава гильдии пришел спросить, есть ли у нее какие-нибудь новости, и она ответила, что есть. Вернувшись к группе Тейча, они продолжили патрулирование и обнаружили странные следы. Они пошли по следу и нашли остатки костра, который развели прошлой ночью. Он еще не остыл, и Рин почувствовала, что впереди трое людей. Группа Тейча приблизилась к ним и обнаружила там трех воров. Группа Тейча подошла к ним и потребовала сдаться. Они, похоже, недооценили его, но были немедленно связаны. Двое фермеров увели их в гильдию, а беловолосый юноша подошел к Тейчу, чтобы пожать ему руку и поблагодарить. Тейч сразу же спросил, почему у юноши такие мягкие руки, ведь у фермеров руки должны быть грубыми от работы. А у него были руки человека, который никогда не знал, что такое тяжелый труд. Более того, он, похоже, знал об ограх, поэтому решил рассказать все. Да, он стоял за всем этим и организовал нападение воров, а также отправил запрос, чтобы заманить их сюда. Его целью было проверить способности группы Тейча. Колдунья, которая была с ними прошлой ночью, тоже появилась здесь и сняла свой плащ-невидимку. Это она защищала воров в предыдущих инцидентах, но теперь она была здесь, чтобы поиграть с группой вместе с беловолосым юношей. Две девушки решили разобраться с ней, а Тейч с беловолосым юношей. Мира удивилась, почему она не вмешалась, когда они не знали, что она рядом, на что та ответила, что ей не нравится тактика убийства, она предпочитает прямое столкновение. Мира сотворила заклинание огня, но колдунья отразила его с помощью ветра, поэтому Рин пришлось использовать ветер, чтобы противостоять ей. И она пыталась выиграть время, чтобы Мира смогла усилить свои способности. Колдунья рассеяла вихрь, созданный Рин, но у нее еще оставались вода и земля, которыми она могла воспользоваться. Беловолосый мужчина призвал своего питомца, ледяного волка. Тичи бросился в атаку, но его удары не причинили волку никакого вреда. Беловолосый мужчина сказал, что его питомец относится к типу лоджа, и что человек без оружия, такого как у Тейчи, не сможет его победить. Две девушки объединили свои усилия, чтобы атаковать колдунью, но она смогла отразить удар Муры, которая усилила свои способности. И даже использовала ее как щит, если Рин собиралась атаковать с расстояния. Затем она ударила Муру и бросилась в атаку на Рин. Тичи был совершенно беспомощен, потому что только две девушки могли использовать магию огня, чтобы сражаться с этим ледяным волком, в то время как его физические атаки были бесполезны против него. Беловолосый мужчина сказал, что он выбрал Тичи в качестве цели, чтобы оценить его способности. Теперь, когда он получил результаты, он использовал кровавый шар, который колдунья собрала прошлой ночью, чтобы накормить волка. Волк стал красным и бросился на Тичи, одним ударом отбросив его далеко назад.
Он также закашлялся кровью, что доказывало, что удар был очень сильным. Однако он не собирался убивать Тайчи, а хотел сделать его своей марионеткой. Он собирался захватить двух девушек, чтобы использовать их в качестве заложниц и манипулировать Тайчи. Если бы он не подчинился, он бы превратил их обеих в рабынь для работорговцев. Две девушки решили сражаться всерьез и встали. Они оба усилили свою мощь и изменили тактику. Они хотели, чтобы она восприняла предыдущий бой как небольшое испытание перед тем, как они начнут настоящее сражение. Мура бросился в атаку. Женщина только что отразила атаку Моры и почувствовала себя слишком самоуверенной. Но Рин атаковал молниеносно, заставив ее уклониться. Мора каким-то образом оказался позади нее и оттолкнул ее в сторону, как раз в тот момент, когда Рин создал меч из железа и меч из молнии. Ей пришлось блокировать удар железным мечом, и Рин пронзил ее мечом из молнии. Рин не успокоился и создал торнадо из пыли, и если бы она не увернулась, то торнадо взорвался бы, и от нее осталось бы лишь пепелище. Но она все еще не сдавалась, и Мура вышел из дыма, чтобы нанести ей прямой удар. Она все еще была в состоянии сражаться, но признала свое поражение. Она решила отступить и вернуться, когда станет сильнее, чтобы сразиться с ними обоими. Увидев ее поражение, беловолосый мужчина посоветовал двум девушкам не торопиться, потому что Тайчи уже был побежденным. Он использовал Тайчи, чтобы заставить их обеих подчиниться ему. Тайчи был в ярости, потому что у него была сила, чтобы обмануть и уничтожить целую страну, но он потерпел поражение. Он обещал защитить Рин, и вот к чему это привело. Он не позволит беловолосому мужчине прикоснуться к Рин и Море. И вдруг Рин снова услышала этот голос. Это был дух ветра. Хотя Рин еще не был готов заключить с ним контракт, дух ветра сделает исключение и поможет ему на этот раз. Он даст ему немного своей силы, и ценой за это была его собственная жизнь. Он принял это условие и встал. Беловолосый мужчина приказал красному волку напасть на него, и тот отлетел в сторону. Но он не почувствовал боли и понял, что это была та самая сила, которой он должен был обладать. Затем он приказал волку напасть снова, но Тайчи использовал ветер, чтобы отразить атаку. Он не только нейтрализовал ее, но и сам нанес ответный удар. Увидев это, беловолосый мужчина испугался и убежал. Тайчи не мог позволить ему так просто уйти, но теперь его тело страдало от побочных эффектов этой силы. Ему удалось нанести удар по противнику, и тот лишился руки. Он поклялся, что еще встретится с Тайчи, чтобы свести счеты, а Тайчи в это время потерял сознание и был отправлен на восстановление. Через некоторое время Тайчи очнулся и снова встретился с Лимией. Она приготовила ему еду. Она сообщила ему, что он был без сознания целую неделю из-за полного истощения магической силы. Когда Рин и Мура принесли его обратно, они думали, что он придет в себя через некоторое время. Но когда он не приходил в себя и на третий день, они запаниковали и отвезли его к ней на обследование. Она никогда раньше не видела Мариса таким взволнованным. Она рассказала Тайчи, что обе девушки сейчас чем-то заняты. Он встал, чтобы поблагодарить Лимию, а затем рассказал ей, что произошло в том саду. Она объяснила, что то, с чем он столкнулся, было красным контрактом, который использует кровь существ для получения силы и является запрещенным заклинанием. Хотя оно дает огромную силу, оно очень жестоко. Он также рассказал ей о духе ветра, чью силу он использовал. И Лемия была потрясена, потому что теперь она кое-что знала о его силе. Тем временем седовласый мужчина вернулся и доложил лидеру секты о том, что произошло с Тайчи. Теперь мы знаем, что его зовут Касим. Лидер секты сказал, что для Касема это будет легкая миссия, которая поможет ему выплеснуть накопившуюся злость. В то же время он подошел к женщине-воину по имени Грэмми и поставил метку на ее руке, чтобы Касему было легче контролировать ее. Затем лидер секты встретился с двумя людьми из гильдии и решил уйти. Он также оставил записку для Касима, чтобы тот передал ее ему. Вернувшись в гильдию, Лемия сообщила ему, что он маг-призыватель. В частности, он может установить связь с определенным духом. Чем сильнее будет эта связь, тем больше будет его сила. Главное в этом умении – это то, что он должен слышать или видеть духа. В этом мире духи – это существа, которые даже сильнее драконов, поэтому обычные люди их не видят. Особенность Тайчи в том, что если он установит связь с духом, то тот будет творить магию вместо него.
И поскольку ему не нужно тратить силы на высвобождение магии, дух может использовать техники с огромной силой. Можно сказать, что именно благодаря этой способности он обладает большей силой, чем многие другие. Затем официантка из гильдии обрадовалась, что Тайчи очнулся. Он спросил, где Рин и Мора, и она ответила, что их не было с самого утра, и никто не видел, чтобы они возвращались. Поэтому Тайчи вышел на улицу, чтобы найти их. Когда он вышел из дома, то увидел, что двое каких-то парней пристают к девушке. Он подошел к ним, и она тут же прижалась к нему, чтобы они отстали. Но эти двое собирались избить и Тайчи, поэтому он отступил и ударил одного из них так, что тот потерял сознание. Другой парень оттащил своего приятеля в сторону. Тайчи понял, что девушка могла бы справиться с этими парнями сама, но она выбрала его, потому что он заметил, что ее движения совсем не похожи на движения слабой и хрупкой девушки. Затем она представилась как Анастасия и сказала, что уже встречалась с Тайчи и была побеждена им одним ударом в живот. Он вспомнил, что она была той самой наемной убийцей, которую Хемн поймал раньше. Она решила оставить свое ремесло и стать искательницей приключений. И теперь она тоже расследовала дело о краже на черном рынке и сумела найти особняк. Когда они вдвоем проникли внутрь и попытались найти улики в этой комнате, Тайчи обнаружил письмо, оставленное лидером секты. В тот вечер Мира и Рин только что вернулись с прогулки, и Мира решила, что Тайчи скоро придет в себя, потому что за ним присматривала Лемия. Внезапно они оба столкнулись с человеком в плаще и с мечом. Он бросился в атаку, вынудив Миру защищаться. Затем он подал знак своим спутникам, чтобы они использовали магию, но Рин сумел применить защитное заклинание, поэтому они оба остались невредимы. Однако теперь они оказались в ситуации, когда их было двое против четверых. Но Грамми использовал плащ-невидимку и внезапно напал на Миру, схватив ее. Сначала ей это не нравилось, но она подчинялась, потому что это был приказ ее начальства. Тайчи и Анастасия вошли в туннель, потому что в документе говорилось, что под городом обитает орда гоблинов, которые поглощают красные контракты. Они подошли к воротам, и Анастасия открыла их, используя технику ассасинов. Он думал, что она будет жить обычной жизнью после того, как ее передали в гильдию, но не ожидал, что она продолжит вести такую полную приключений жизнь. Она была очень тронута тем, что он так о ней думал, и попросила называть ее просто Анна, а не этим длинным именем. Тем временем Рин использовала заклинание, чтобы временно скрыться от 4 мужчин в плащах, которые преследовали ее. Она снова встретила Грэмми и сообщила ей, что Мора находится в плену в башне. Она сделала это по приказу начальства, но поскольку Мора была ее добычей, она не хотела, чтобы ее кто-то украл. Рин поблагодарила ее и улетела. Затем она ворвалась в башню и увидела, что эта группа собирается использовать красный контракт, чтобы захватить Мору. Она отбросила одного из них в сторону, а остальных заморозила, чтобы спасти Мору. Она разрушила магический круг и освободила Мору. В этот момент Касим и лидер культа тоже прибыли сюда. Он сказал, что просто пришел поприветствовать их и не собирался сражаться. Он объявил, что скоро сюда прибудет армия из 3 монстров, и этого будет достаточно, чтобы разрушить весь город. Касим был очень разочарован тем, что не смог встретиться с Тайчи и отомстить ему. Тем временем Тайчи и Анна добрались до другой двери, и Анна, войдя внутрь, чтобы проверить, не попала ли она в ловушку, наступила на магический круг и вызвала голема. Лидер культа и Касим ушли. На самом деле монстров было не 3, а 5, и еще 2 находились снаружи. Лидер культа был уверен, что его план сработает и будет доведен до конца. Анна застыла перед големом, и Тайчи пришлось прийти ей на помощь. Он был очень силен физически. Ему нужно было просто бить голема до тех пор, пока тот не рассыплется на куски. Дверь перед ними открылась сама собой, и за ней оказались 2 детей лидера культа. Рин и Мора вернулись, чтобы доложить главе гильдии о нападении, и она поняла, что целью лидера культа было именно это место, поэтому вести переговоры было бесполезно. Они также были причастны к краже товаров. Похоже, они устроили кражу, чтобы постепенно ослабить город, а затем позволить монстрам напасть на него одновременно. Глава гильдии хотела, чтобы Тайчи был здесь,
но две девушки верили, что даже без него здесь достаточно опытных искателей приключений, которые смогут сражаться. Лемия тоже пришла и услышала эту историю. Она поможет им сражаться, чтобы защитить это место в отсутствие Тайчи. Тайчи спросил у этих двух детей, что они здесь делают, и они ответили, что собирались разбудить гоблинов. Им было все равно, что гоблины перебьют всех людей в городе, потому что у них была сфера, с помощью которой они могли управлять ими. Тайчи пришлось поспешить наверх, чтобы сразиться с разбуженными гоблинами. Он хотел, чтобы Анна отошла в сторону, чтобы он мог справиться с ситуацией, потому что это было нелегко. Затем он обнаружил, что на двух детей тоже напали гоблины, и ему пришлось спасать их. Дети поняли свою ошибку, и ему пришлось отвести их туда, где стояла Анна. Теперь он знал, что ему придется сражаться и защищать троих людей, которые были позади него. Тай-Чай спросил у детей, сколько было таких красных гоблинов, и они ответили, что их было очень много, и они были повсюду под городом, поэтому они не знали, сколько их всего. Тай-Чай понял, что сегодня ночью ему не удастся отдохнуть. Тем временем Лемия узнала о количестве врагов и сил, которые были направлены на борьбу с ними. Разница в численности была слишком велика. Поэтому она решила нанести мощный удар по основным силам монстров за пределами города, чтобы уничтожить их всех, а с оставшимися пусть разбираются искатели приключений. Рин придумала, как это сделать, и попросила Лемию позволить ей попробовать. Она собиралась создать бомбу с помощью пара. Для этого нужно было вскипятить воду и сжать ее. Затем она использовала магию земли, чтобы заставить сжатую воду взорваться. Проще говоря, это как если бы вы вскипятили воду в кастрюле, положили туда камень и закрыли крышку. Вода в кастрюле обязательно выплеснется наружу. На следующее утро монстры подошли к городским воротам, и Рин сразу же вырыла яму, чтобы большинство монстров провалилось в нее. Затем она наполнила яму водой и с помощью магии земли нагрела металл, а затем накрыла яму крышкой. В результате реакции произошел взрыв, и большинство монстров было уничтожено. Лемья признала, что план Рин был эффективным, и теперь настало время для контратаки. Затем глава гильдии вывел всех на поле боя. Лидер культа заметил, что план проверки способностей, который он разработал, все еще выполняется успешно. Однако самое интересное было впереди. Спустя некоторое время армия искателей приключений уничтожила большую часть монстров. После Рин лучшим воином был признан Лемья. Но вскоре глава гильдии получил известие о том, что появилось много красных монстров. Тайти вернулся сюда. Лемья не знала, сколько людей убил лидер культа, чтобы получить столько крови для красных монстров, но она заметила красных огров и бросилась в бой. Затем она попросила Рин и Муру помочь ей, чтобы она могла использовать свою технику. Она планировала нанести мощный удар, чтобы переломить ситуацию. Они бросились ей на помощь и помогли Лемье подготовить ее технику. Тэч сообщил главе гильдии, что эти две девушки были Милой и Милой-младшей. Из-за них он опоздал, но после того, как он им помог, они решили следовать за ним. Вдруг снаружи раздался громкий шум, и Тейти ушел. Анна знала, что будет только мешать ему, но он попросил Анну защитить город вместо него. Лемья закончила подготовку своей техники, и в живых осталось только 3 красных огра. Они не дрогнули, поэтому все трое решили сразиться с каждым из них по отдельности. Лемья выпустила огненный шар, Мура огненный клинок, Рин магнитную пулю, но огр все еще был жив. Она выбилась из сил и понимала, что сейчас умрет от рук огра. Она сожалела, что не смогла сказать кое-что Тичи, но в этот момент он подошел к ней, чтобы дать ей возможность высказаться. Он оттолкнул Огра, а затем, собрав все свои силы, повалил его на землю и нанес еще один мощный удар, чтобы убедиться, что тот больше не встанет. Затем он представил двух девушек группе Лемии и попросил всех поддержать его в бою, так как, похоже, сюда тоже пришли монстры. Лидер культа и Касим теперь знали, что Тейчай был сильнее, чем они ожидали. Но им нужно было оценить силы всех присутствующих, поскольку он уже учел возможность неудачи. В конце концов он, Касим и все монстры здесь были всего лишь пешками в руках более могущественного человека. Услышав, что осталось всего несколько сильных монстров и что Тейчай сражается с ними в одиночку, лидер гильдии решил, что Тейчай вернется, потому что он первым отнесся к ней как к обычной девушке. Поэтому она тоже сделает все возможное, чтобы помочь Тейчаю. Внезапно мимо прошла фигура в плаще и сказала ей что-то такое, от чего она потеряла контроль над собой.
Остальные в это время сражались с оставшимися монстрами. Пока Тейчай в одиночку расправлялся с тремя красными ограми, он одного за другим сбивал их с ног мощными ударами. Как только он прикончил одного, двух других схватило и сожрало подземное существо. Лемия сообщила, что это существо обычно спит глубоко под землей и редко покидает свое логово. Это был двухголовый дракон, который обычно не вмешивался в конфликты людей, что указывало на то, что на этот раз его что-то разбудило. Лидер секты увидел, что теперь все части головоломки встали на свои места и задумался о том, какую силу высвободит Тайчи. Тайчи знал, что у него нет выбора, кроме как сразиться с драконом, потому что бежать было некуда. Он попросил Лему эвакуировать всех остальных на случай, если ситуация выйдет из-под контроля, но Рин решила остаться с ним, потому что они пообещали вернуться вместе. Поэтому Тайчи велел ей держаться подальше от дракона, опасаясь, что если на нее нападут, то он инстинктивно бросится в бой и проиграет. Затем он приблизился к дракону и попытался призвать духа ветра, но ответа не последовало. Когда он бросился в атаку, дракон отшвырнул его хвостом. Он не мог понять, почему не может ничего сделать и почему дракон вмешивается в дела людей. Анна вышла из дома, и когда Тайчи спросил, зачем она пришла в себя, но не понимала, зачем она пришла. Затем дракон напал на Тайчи, и Анна оттолкнула его, приняв удар на себя. Она была тяжело ранена, и Тайчи хотел, чтобы она держалась, пока он не приведет помощь, но она знала, что уже слишком поздно. Она хотела, чтобы когда она вернется, Тайчи был ее возлюбленным, но поняв, что у него есть Рин, она просто надеялась стать его другом. Затем она умерла, и Тайчи снова осознал, что несмотря на свою силу, он ничего не может сделать. Он наивно полагал, что эта сила поможет ему защитить других, но в конце концов он ничего не смог сделать. Он снова позвал духа ветра, и тот откликнулся. Затем он встретился со своим духом-покровителем Эри в своем подсознании. Она сказала ему, что ему нужно быть достаточно решительным, чтобы встретиться с ней и заключить договор. В прошлый раз он пошел на это, чтобы спасти свою жизнь без контракта. Тайчи понимал, что не может винить духа, ведь это он сам не проявил решимости. Он боялся, что эта сила превратит его в нечеловеческое существо, но теперь он был готов принять эту силу и защищать тех, кто ему дорог. Он попросил Рин позаботиться об Анне, а сам подошел к дракону, используя силу Ареса. Он спросил дракона, почему тот вмешивается в человеческие битвы и есть ли способ заставить его уйти. Дракон хотел лишь увидеть его истинную силу, и если бы Тайчи смог подчинить его себе, то дракон рассказал бы ему причину своего вмешательства и ушел. Затем Тайчи высвободил свою силу ветра, чтобы противостоять огненно-ледяной атаке дракона. Как и говорила Лея, духи были выше по рангу, чем драконы, поэтому Тайчи легко победил его. Дракон признал свое поражение и сказал, что он пришел сюда по просьбе одного человека. Этот человек будет продолжать преследовать Тайчи, и если он хочет защитить тех, кто ему дорог, то должен стать сильнее. Затем дракон ушел, а лидер культа вернулся к своему господину, чтобы доложить о случившемся. Тот приказал лидеру культа подготовиться к следующему этапу плана. Через некоторое время после битвы город начал восстанавливаться. Тайчи пришел на могилу Анны, надеясь, что она будет и дальше присматривать за ним. Затем он показал остальным, как он может призывать Эри, и они поняли, что он добился огромного прогресса, поэтому Рин не хотела отставать. Затем они узнали, что кто-то пришел сюда в поисках Лемии. Это была Элсина, дочь дворянина. Она прибыла сюда по поручению короля, чтобы пригласить всю группу в столицу. Затем группа последовала за Эльсиной, и Рин, которая спала, была разбужена Римом, который ущипнул ее за щеку. Лемия спросила, зачем их вызвали, и Алсина рассказала, что в настоящее время столица и королевский двор разделены на две фракции, между королем и его младшим братом. Король – человек, который хочет объединить королевство, но его младший брат настроен консервативно и выступает против всех его политических решений. Король призвал на помощь талантливых магов, чтобы они помогли ему построить страну. Но его младший брат считает, что маги могут ослабить страну, и это может привести к гражданской войне. Когда группа прибыла в королевскую столицу, все заметили, что город пуст, как город-призрак, и люди из страха запираются в своих домах. Так продолжалось уже некоторое время. И вдруг в Эльсину попала стрела, и Чай был вынужден ее защищать. Стрела была выпущена наемными убийцами из фракции младшего брата короля. Они считают, что политика нынешнего короля неизбежно приведет страну к упадку.
Затем группу Тачи привели во дворец, где они встретились с ключевыми фигурами при дворе. Здесь находится королевский архимаг Белла. Там находится командующий армией Сумела, а там принцесса Шарлотта. Затем вошел король, и Лемия заговорила с ним, назвав его по имени и спросив о сложившейся ситуации. Все подумали, что она проявляет неуважение к королю, но он попросил всех удалиться. Он увидел, что Лемия осталась такой же, как и прежде. Все были удивлены, что она держалась на равных с королем. Она согласилась помочь королю. Но сначала она спросила, не он ли призвал сюда Рин и Тайчи, на что он ответил утвердительно. Тайчи обвинил его в том, что он перевернул их жизнь с ног на голову, чуть не убил их, а теперь заставляет их убивать. Лемия тоже была недовольна, потому что он втянул двух посторонних людей в проблемы этой страны. Он пообещал взять на себя всю ответственность за содеянное. Рин и Тайчи вернулись в свою комнату и почувствовали, что по крайней мере они нашли человека, который совершил ритуал призыва, и это уже было шагом вперед. Сразу после этого к ним пришла Алсина, чтобы познакомить их с принцессой Шарлоттой. Она призналась, что это она их вызвала, потому что обладает способностью управлять пространством и временем. Она хотела сделать что-нибудь, чтобы помочь своему отцу разрешить ситуацию в стране. Поэтому она рискнула и вызвала людей из другого мира. Она тщательно отбирала людей, способных впитывать магию и понимать этот мир, и выбрала Тайчи. Причина, по которой их перенесли в поле, а не в это место, заключалась в том, что во время перемещения в замок пробрался убийца. Кровь из маленького ножа, который он использовал, попала на магический круг, вызвав непредвиденный сбой. Что касается способа отправить их обратно, она извинилась, потому что это заклинание можно использовать только один раз в жизни. Но она пообещала, что когда битва закончится, она найдет способ отправить их обратно, даже если ей придется продать свою душу. Они не винили ее, потому что она, должно быть, очень сожалела, прежде чем отважилась произнести эти слова. И действительно, они чуть не погибли. Но благодаря тому, что их вызвали сюда, они обрели здесь верных друзей, поэтому они тоже будут защищать их, как она защищает свою страну. Что касается возвращения домой, то с этим можно будет разобраться позже. Лемья пришла к нему и сказала, чтобы он пошел с ней. Она привела его на арену, где он должен был сразиться с генералом Смелой. Совет чиновников не доверял Рин и Тайчи, поэтому Лемья устроила этот поединок, чтобы они смогли завоевать их доверие. Затем Тайчи взял меч и бросился в бой с генералом. Он видел, что она явно превосходит его, поэтому он хотел было использовать Ари, но передумал и применил только магию усиления. После непродолжительного боя их мечи сломались, и они перешли к рукопашной схватке. Все были поражены тем, что он смог сражаться на равных с генералом, когда ему удалось увернуться от ее атаки, а затем прижать ее к земле, заставив сдаться. Она извинилась за то, что устроила ему испытание, но признала, что он действительно очень силен. Затем она прижала к земле Тайчи и спросила, не хочет ли он на ней жениться. Она была готова стать его наложницей, если он захочет, и спросила, что в ней такого, что могло бы вызвать критику. Она красива, у нее идеальное тело, она сильна и не нуждается в защите. Кроме того, у нее есть государственная зарплата и высокий пост. Однако Тайчи отказался об этом думать, потому что только человек с проблемным мышлением мог отказаться от такого предложения. Той ночью он позвал Ари, чтобы поговорить. Он знал, что обладает огромной силой, и боялся навредить другим этой силой. Он был готов использовать всю свою мощь против монстров, но в предстоящей битве это будут обычные солдаты. Он также не хотел, чтобы Рин причиняла кому-то вред, поэтому предпочел бы сам все вынести, лишь бы Рин не пришлось пачкать руки. Он думал, что это слишком жестоко, но верил, что с ним все будет в порядке. Затем он вернулся в комнату, чтобы найти Рин, но нигде ее не увидел. С любопытством заглянув в несколько комнат, он случайно увидел Рин, которая выходила из ванной. Он выбежал, закрыл двери и, извиняясь, ударился головой. В это время лидер культа пришел к принцессе и хотел, чтобы она отдохнула, потому что было уже поздно. На следующее утро Тайчи увидел Рин, которая ухаживала за дворцовым садом. Поскольку в этом месте шла гражданская война, никто не занимался такими мелкими делами. Затем Тайчи велел ей подготовиться к встрече с Леми. Но в это время фракция младшего брата короля начала следить за двумя новыми гостями короля. Они хотели выяснить, представляют ли они угрозу, и найти способ устранить ее. Тем временем король и его генералы начали мобилизацию армии и готовились к нападению на повстанцев.
Рен и Тайчи тоже должны были присоединиться к армии, и после того, как они составили план и подготовили поле боя, Смельда была готова к битве на следующий день. Тайчи все еще немного сомневался, потому что обычно он сражался только с монстрами, но теперь ему предстояло участвовать в войне с людьми. Но это война. Убей или будешь убит. Смельда также пыталась убедить Рин, что ей нужно только победить в битве и вернуться, и они сразу же поженятся. В тот вечер Тай-Чай зашел в комнату Рин, чтобы сказать ей, что пора ложиться спать, но она попросила Тай-Чая остаться с ней на ночь, потому что ее комната была слишком большой и немного неуютной. Она поделилась с ним своими переживаниями по поводу завтрашнего сражения, и Рин подумала, что если ей это не понравится, то она не будет участвовать, потому что изначально сюда пригласили его, а не ее. Но Рин решила, что она сама выбрала этот магический круг, поэтому ее присутствие здесь было ее собственным решением. Затем она положила голову на плечо Тай-Чая, и он вдруг что-то почувствовал. Поэтому он сказал ей, чтобы она шла спать, а сам пошел закрыть шторы. Мира и Лемия немного беспокоились за Рин, потому что она выглядела напряженной, но Лемия верила, что с Рин и Тай-Чаем все будет в порядке. Она вдруг что-то почувствовала и тоже насторожилась. В комнату Рин пробрался убийца, намереваясь ее убить. Но Тай-Чай уже все понял и заранее устроил ему ловушку. Они хотели узнать, кто его послал, но он отчаянно бросился на Рин, и Тай-Чай оттолкнул его, несколько раз ударив кулаком по лицу. Он не хотел, чтобы кто-то из важных людей умер, как Анна. Затем убийца увидел, что Тай-Чай остановился и попытался сбежать, но понимая, что ему не удастся скрыться, он решил умереть, чтобы сохранить информацию в тайне. На следующее утро армия повстанцев подошла к городским воротам, чтобы вступить в бой. Тай-Чай позвал Ари и сделал движение, которое создало трещину прямо перед наступающими врагами, не давая им продвинуться вперед. Думая, что враг временно отступит, Сумела беспокоилась о том, что враг не возьмет с собой много оружия, так что на другой стороне могут быть только маги. И это было правдой, когда враг не отступил, а начал использовать магические кольца. На армию короля начали воздействовать заклинания, наложенные с другой стороны. Тейчай посмотрел и обнаружил, что связка колец – это то, что помогло другой стороне использовать магию. По словам Лимии, это были магические камни, и найти их на рынке было недешево, но враг приготовил до одного из них. Однако кольца высасывали жизненную силу владельца, так что враг убивал себя, если продолжал произносить заклинание какое-то время. Хотя солдаты хотели позволить другой стороне умереть, чтобы избежать сражения, Верховный маг думал, что они все еще граждане страны, поэтому они должны были это сделать. Постарайтесь предотвратить как можно меньше жертв. У Лемии был план, и для его осуществления требовалась помощь Рин. Тогда Рин должна была быть наготове. Враги обнаружили, что Рин собирается что-то предпринять, поэтому они нацелились на нее, заставив Тайцзи попросить Ари создать щит для Рин. Затем она использовала магию, чтобы вызвать дождь, превратив землю под солдатами в грязь. А затем ударила молния, чтобы одновременно парализовать вражеские войска. Приношу извинения фанатам Тенсея, если они боятся щекотки, потому что я тоже боюсь. Затем вражеский генерал встретился со стратегом повстанческой фракции, и он решил, что роль стратега закончена, поэтому быстро избавился от него. Затем группа Тайчай отпраздновала свою победу. Но в середине вечеринки Рин и Тайчай-Чи тайком сбежали. Они пошли в цветочный сад и увидели, что он снова расцвел. Тем временем Касм и Грэмми были очень расстроены тем, что слава Тайчи распространилась повсюду, но Касим был уверен, что у него есть в руках нечто очень мощное, что поможет ему одержать победу над Тайчи в их следующей схватке. На следующее утро, когда Тайчи проснулся, Рин уже ждала его у кровати. Он вдруг сказал, что его тошнит, а потом извинился перед Рин, сказав, что это из-за того, что он вчера вечером слишком много съел, а не из-за ее лица. Неожиданно Мура и Лемия пришли и сообщили, что король хочет видеть чай. Затем вся группа отправилась в главный зал, и король с принцессой вынесли сокровища страны, чтобы Чай и его друзья могли выбрать себе что-нибудь. Мура выбрал кинжал, Рин – магический посох, Лемия – магическое кольцо, а Тайчи – катану. Затем Сумела позвала его на тренировочную площадку, чтобы он опробовал новый меч. Лимия тоже захотела испытать там свое кольцо, поэтому Тайчи не смог сбежать от Сумелы. У него разболелся живот из-за вчерашнего пиршества, поэтому он ненадолго ушел. Затем он вышел на улицу, и люди его заметили. Все знали, что он был тем, кого король призвал на помощь, чтобы защитить их.
Поэтому они вышли, чтобы пожать ему руку и выразить свое восхищение. Затем он снова встретил Касима и понял, что тот потерял руку. Касим напомнил ему, что это он отнял у него руку и что он никогда его не простит. Он хотел сразиться с ним в честном бою, и если бы Тайчи отказался, то он отравил бы источник воды в этом месте. Тайчи пришлось согласиться на поединок с Касимом, а Рин и Мура все это время продолжали тренироваться. Лэмия знал, что Смила организовала это занятие, чтобы солдаты чувствовали себя спокойнее, так как им в любой момент могли дать задание. Ким отвел Тейча в безлюдный переулок и хотел, чтобы тот дрался честно, позволив ему использовать артефакт. Это уравняло бы их магические силы, и тот, кто победит в этом поединке, получит уважение другой стороны. Чай принял вызов, несмотря на то, что Арес постоянно предупреждал его о рисках. Но все же он согласился и начал бой с Казимом. Он выхватил нож и бросился на Чая, но Казим, который был вооружен только самодельным ножом, все равно проигрывал в прямом бою, поэтому он решил использовать магию. И у Тейча тоже был способ ответить. Они продолжали обмениваться ударами, пока не покрылись царапинами с ног до головы. Казим хотел закончить все одним ударом. Увидев, что Тайчи больше не может двигаться, он создал водяной шар. Тайчи подумал, как ему ответить, и вспомнил, как Рин использовал магию, представляя ее в своем воображении. Он взмахнул рукой, и порыв ветра, разрезав технику Казима пополам, отбросил его к стене. Казим признал свое поражение и сказал, что талант Тайчи сильнее, чем его упорство. Затем он велел ему разбить артефакт, чтобы вернуть себе силу. Но внезапно из артефакта появился призрак, нацелившийся на Тайчи. Казим ничего об этом не знал, потому что артефакт ему дал лидер культа. Грэмми бросился на защиту Тайчи, а Казим использовал магию, чтобы выиграть время для Грэмми и разбить артефакт. Но призрак стал сильнее. Однако Тайчи тоже вернул себе силу. Он попросил Ари уплотнить воздух вокруг него, чтобы он мог создать молнию, которая полностью уничтожила бы призрака. В тот же день он дал лекарство Касу, чтобы тот восстановился. Но бабушка знала, что он не примет его, потому что гордость Каса была уязвлена. Когда Кас понял, что усилия иногда не могут перевесить врожденный талант. Но Чай не осмелился принять лекарство, потому что его тоже обучал талантливый мастер. Бабушка поддержала Каса, чтобы он вернулся домой, а Чай услышал звон колоколов. Люди сообщили, что это был сигнал к началу войны. Лидер культа доложил своему хозяину о поединке между Касом и Чаем, и они увидели, что Чай действительно становится сильнее день ото дня. В ту ночь армия выступила в поход, и Рин и Чай пообещали защищать друг друга. Младший брат короля, маркиз, командовавший войсками, попросил его разделить армию, чтобы он мог сосредоточиться на Лемии и двух людях из другого мира, потому что у него было секретное оружие. На следующее утро обе стороны прибыли на поле боя. Младший брат короля не знал, будут ли в учебниках истории после этой битвы его называть злодеем или героем. Со стороны короля войска были собраны, чтобы поднять боевой дух солдат. Что касается Чая, то он должен был сохранять настрой, что он должен защищать тех, кто ему дорог. Затем обе стороны официально вступили в бой, каждая на своем участке поля. Однако Чай, не раздумывая, бросился прямо в лагерь противника. Теперь лидер повстанцев и его хозяин хотели посмотреть, как Тайчи будет сражаться с теми, кого они послали на помощь мятежникам. В этот момент Рин столкнулся с женщиной-воином, которая была похожа на его бабушку, а Мора сражался с бароном, а Лемья противостоял магу, способному разрушить магию. Она приказала врагам, которых только что победила, покинуть это место, если они хотят сохранить свои жизни. Тайчи в одиночку пробрался в палатку брата короля. Ари тоже решил поддержать Тайчи. Он точно знал, насколько силен Тайчи, поэтому он решил остаться здесь и вести переговоры. Затем солдаты вышли из палатки, и Тайчи заявил, что хочет заключить мир от имени короля, так как он понимал, что оба брата заботятся о людях. И эта война произошла только из-за идеологических разногласий. Однако он пришел сюда не для того, чтобы предложить прекратить войну, а чтобы угрожать королю, так как у него достаточно сил, чтобы уничтожить целую страну. Поэтому привести его к королю не составит труда. Но внезапно его стратег начал использовать какую-то магию, которая распространилась и поразила павших солдат.
Ламия в это время все еще сражалась с другим магом. Как только она увидела брешь в его защите, она нанесла удар, который сразу же его ранил. Он понял, что разрыв между ними слишком велик, и она не собиралась его щадить, поэтому он решил сказать ей свои последние слова. Затем она создала огромный огненный шар, и когда другой маг увидел, что ей не нужно произносить заклинания, он понял, что ему никогда в жизни не достичь такого уровня, и смирился со своей участью. Что касается Муры, то она больше не могла терпеть высокомерное отношение барона, который смотрел на всех свысока, и решила разобраться с ним раз и навсегда. Она бросилась на него с огненным мечом. Он был уверен, что одержит верх, когда ему удалось отразить ее удар, но она зашла ему за спину и кинжалом убила его. Вернемся к Тейчичи. Брат короля спросил его, почему он не хочет стать королем, ведь у него достаточно сил для этого. Тейчи высказал свои мысли. Он нашел Тейчи очень интересным и сказал, что если бы Тейчи последовал за ним, все было бы по-другому. Однако он все равно не изменил бы своего решения, потому что сдаться сейчас означало бы потерять честь. В этот момент Эри обнаружила, что стратег тайно готовил это заклинание на всем поле боя. Вернемся к Рин. Она все еще сражалась с женщиной-воином, но у нее было преимущество, так как она постоянно атаковала, и женщина-воин была ранена. В этот момент темные силы превратили побежденных солдат в бездушных мертвецов, которые нападали на всех, кто попадался им на пути. Два бывших врага внезапно стали союзниками, чтобы справиться с этой ордой. Стратег признался, что он тайно подготовил это заклинание для всего поля боя. Он уже давно не считал брата короля своим господином, потому что его единственным господином был тот человек. Тачи понял, что тот, кому он служил, возможно, и был тем, о ком говорил двуглавый дракон. Он изначально подстрекал его к развязыванию этой войны, чтобы привлечь Тайчи, поскольку вражда между двумя братьями не стоила того, чтобы о ней вообще кто-то задумывался. Теперь все осознали, что это самая большая опасность. Ламия, похоже, что-то знала об этом большом магическом круге. Стратеги решили превратить его в монстра, чтобы он служил своему хозяину. 200 лет назад на этом континенте был период, который назывался Кровавая Хроника, и именно тогда впервые появилось заклинание, превращающее солдат в нежить. Когда война закончилась, погибло более 700 человек, и теперь это происходило снова. Лемия распознала в этом темную магию, и если не уничтожить ее источник, то это никогда не закончится. Лагерь короля был уже окружен, и Рин предложил нанять женщину-воина, чтобы она помогла ему в сражении. Женщина-воин согласилась, и теперь им нужно было объединиться. Брат короля хотел, чтобы Тайчи решительно разобрался с этими трупами, поскольку их уже нельзя было спасти. Он понял, что был неправ, и теперь в учебниках истории его будут считать злодеем, но еще не поздно было все исправить. Тайчи хотел использовать свою силу только для одной цели – защитить других. Он был готов пожертвовать собой, чтобы использовать всю свою силу и остановить это. Но Ари остановила его. Она призналась, что ошибалась, не доверяя ему. Это была не ее истинная форма, а лишь часть ее силы, которую она отделила и передала Тайчи. Она боялась, что если Тайчи воспользуется всей ее силой, то уничтожит себя. Но теперь она поняла, что ошибалась, потому что у него тоже было то, что он должен был защищать. Эри исчезла, и теперь ее истинная сущность будет помогать Тэчай. Затем он вышел из временного пространства и воссоединился с Рин. Он обнял Рин и извинился за то, что позволил ей пострадать, но теперь он остановит эту войну. Затем он призвал истинную форму духа, и тот развеял магический круг, вернув солдатам их прежний облик. Лэми впервые видела, как это происходит. Тэчай встретил Сильфи. Воительница узнала в Сильфе одну из 4 сильнейших духов и королеву духов ветра. Ари исчезла, но ее воспоминания и чувства остались, поэтому Тэчай мог считать Сильфи Ари. Однако на этом все не закончилось, так как стратег превратился в настоящего демона. Тэчай спросил Рин, готова ли она быть рядом с ним всегда и везде, и она согласилась. Но воительница хотела, чтобы они отложили флирт до тех пор, пока не победят демона. Затем он взял силу у Сильфи и взлетел к демону. Демон все еще был в сознании и сказал, что Тэчай был призван сюда по желанию его хозяина.
Вскоре этот мир перевернется с ног на голову, и этот человек появится как спаситель, а Тэй-Чай станет важной частью этого плана. Но Тэй-Чай бросился на него, чтобы нанести удар, потому что он никогда не смирится с этим. Он продолжал атаковать, и демону оставалось только защищаться. Во время боя он объяснил, почему он сражается, а затем нанес удар, от которого демон упал на землю. Демон хотел, чтобы он прикончил его, чтобы выполнить свой долг, иначе Тэй-Чай навсегда останется со своей слабостью, не решаясь убить. Но он распрощался с жизнью простого человека, когда обрел эту истинную силу. Он сразил демона молнией, уничтожив его. После этого в стране воцарился мир. Тай-Чи вскоре очнулся, израсходовав слишком много магической энергии. Он увидел, что все его друзья ждут его, а Люмия позвала принцессу. Она сообщила ему, что с того дня, как он потерял сознание, девушки каждый день ухаживали за ним. Жизнь в стране вернулась в прежнее русло, а группа Тай-Чи была назначена королевскими советниками, которых вызывали только в случае необходимости. Младший брат короля был схвачен и казнен. Вскоре группа Тай-Чи отправилась обратно в приграничный город. Принцесса пришла попрощаться с ними и пообещала, что однажды она найдет способ вернуть их обоих домой. Они оба хотели, чтобы она не слишком усердствовала, потому что им нравилась здешняя жизнь. На обратном пути Тэй-Чи решил выяснить, кто стоит за всем этим, и ему было все равно, если его назовут обманщиком, главное, чтобы они с Рин остались